Меня зовут Лера. На этом канале я рассказываю о жизни в Польше, и сегодня поговорим о новостях, которые произошли здесь, в Польше, за последнюю неделю со времени последнего выпуска. Обязательно посмотрите предыдущий выпуск, я всегда оставляю ссылку внизу на него. В Кракове все еще холодно, все еще идет дождь, поэтому я обещала, что буду снимать видео на улице, но опять снимаю новости дома. Но не все так плохо, потому что были пару тепленьких деньков. В это время я съездила на велосипеде в аббатство Тынец. Тоже посмотрите видео, я оставляю, очень, по-моему, клевое и интересное получилось. И первая новость про ужасный и страшный круассан на дереве. Он вскрыл тайные страхи поляков. Оказывается, поляки боятся французской выпечки. Про страх поляков перед круассанами это, конечно же, шутка, но женщина, жительница Кракова, действительно испугалась круассана на дереве. В Краковское общество опеки над животными, сокращенное ТАКТОЗ, это такое общество, которое занимается, собственно, опекой над животными, и у них можно усыновливать животных, они их спасают на улицах. В общем, туда можно позвонить и сказать, что вы, например, видите бродячую кошку или собаку, или еще какая-то у вас беда случилась с животным на улице, они приедут и его заберут, вылечат, а потом найдут ему семью. В общем, к ним позвонила жительница Кракова и сказала, что у нее на дереве перед окном находится что-то ужасное. Она не знает, что это за животное, она думала, что это кошка, но, скорее всего, это игуана. Конечно же, сотрудники этой организации забеспокоились, температура на улице совсем не теплая, игуана, скорее всего, получила переохлаждение, они немедленно выехали на место, и, приехав, оказалось, что это круассан. Большой такой коричневый круассан на дереве. Ситуация, конечно же, очень смешная и забавная, и вообще появилось очень много мемов в интернете о страхе поляков перед круассанами, о том, что французская выпечка, от нее одни минусы, вот нужно есть польскую выпечку, она самая классная. Я скажу так, что вообще очень клево, что есть такие общества, которые спасают животных, которые готовы приехать за экзотическим животным, или даже если это просто кот, который застрял на дереве. В Кракове я не вижу бродячих животных, я не вижу ни котиков, ни собачек, никого, уж тем более игуан, я не видела, и, по-моему, это очень хорошо. Во всех приютах, в усыновлении животных, конечно же, есть свои недостатки, свои нюансы и тонкости. Возможно, я сделаю когда-то об этом другое видео, но сейчас разговор не о том, сегодня у нас новости. В Польше же сейчас карантин, сейчас он вообще ужесточенный, но даже помимо этого ужесточенного карантина, связанного с третьей волной, карантинные меры все равно серьезные. Например, мы приехали в Польшу в конце ноября, и в тот момент все кафе, все рестораны, они уже были закрыты, и вот сейчас, середина апреля, ни кафе, ни рестораны до сих пор не открыты, и неизвестно, откроются ли летом. Также в Польше нельзя проводить праздники, например, свадьбы. Это, конечно же, очень большая проблема, потому что вся эта ситуация длится уже год, и люди просто не могут пожениться и организовать свадьбу, только какую-то тихую, в кругу, наверное, самых близких родителей. И все. Конечно же, не всех поляков останавливают ограничения и штрафы, которые они могут получить. Так, 80 человек в городе под названием Туркев 10 апреля были встречены полицией на свадьбе. Конечно же, на свадьбе не соблюдались никакие ограничения, которые должны были бы соблюдаться. 80 человек, свадьба. Я очень сомневаюсь, что там все люди ходили в масках или мыли руки постоянно дезинфектором. Также журналисты сообщают, что организаторы припарковали грузовые автомобили на входе, чтобы не видно было, что заведение работает, а сама свадьба проводилась в дальнем банкетном зале на заднем дворе, чтобы тоже со стороны улицы ничего не было видно. Но скрыть не получилось. И согласно действующему законодательству польскому, тому, кто организовал свадьбу, грозит тюремное заключение от 6 месяцев до 8 лет. В комментариях люди, как всегда, разделились на два лагеря. Одни говорят, как уже достали эти ограничения и правильно сделали, что организовали эту свадьбу, не будем соблюдать никакие ограничения. Вторая часть комментаторов говорит, что да, их всех надо было, во-первых, отправить на 2-недельный карантин или хотя бы 10-дневный, во-вторых, в каждому из 80 человек выписать штрафы. Но, как сообщает полиция, люди ушли без каких-то нареканий, без драк и без ссор, все произошло спокойно и мирно. Директора лицея в Лодзе отстранили от выполнения своих обязанностей, потому что он запретил ученикам использовать политизированные аватарки в приложении для дистанционного обучения. Дело в том, что, как и в большинстве стран, в Польше сейчас дистанционно школьники и студенты занимаются, они не ходят в школу, и делают они, конечно же, это через приложение дистанционного обучения через интернет. И вот один из учеников решил поставить на свою аватарку символ красной молнии, который является символом страйка кабиет, движения женщин, и не только
только женщин, против запрета абортов в Польше. Ну и вот, получается, директор запретил, родители, ученики и родители пожаловались, и сейчас происходит разбирательство по теме того, какие правила могут устанавливать школы или нет, возможно ли политические символы устанавливать на аватарке в приложении для удаленного обучения, и вообще имел ли, да, директор право вносить такой запрет. Это не первый такой случай с директорами школы. Полгода назад, когда происходили самые такие массовые протесты против запрета абортов, и ученики, студенты, конечно же, не могут быть вне политических событий, я считаю, это абсолютно нормально. Они тоже что-то такое делали какие-то аватарки с символом молнии, другой символикой, которой ты обозначаешь принадлежность к определенному политическому движению. И вот один из директоров школы, он по совместительству священник, направлял родителям письма, в которых, так сказать, предупреждал, можно сказать, угрожал, что если ученики будут принимать участие в протестах или каким-то образом в школе показывать свою принадлежность к тому или, вернее, к тому, не к тому или иному, а именно вот к страйку Кабиет, то последуют определенные меры наказания, отстранения от обучения, а также возможное отчисление. Я считаю, это абсолютно неправильно. Студенты и ученики обязаны, и я считаю, каждый человек должен понимать, что происходит у него в стране, что происходит вокруг него, кто у власти, кто не у власти, кто оппозиция, какие бывают политические движения, кто правый, кто левый и все, что с этим связано. Политика неотъемлема от нашей повседневной жизни. Все, что мы видим вокруг нас, так или иначе связано с политикой. Поэтому я крайне негативно отношусь к позиции людей, когда они говорят: ой, нет, я вне политики. Это абсолютно неприемлемо, я считаю, для взрослого человека и для молодого тоже. Ну а также в тему об образовании и свободе слова. Я считаю, крайне важно детей в школах учить выражать свое мнение, быть несогласными с мнениями, например, учителя или директора, кого-то, кто по статусу выше, но ты можешь быть с ним не согласен, и ты должен иметь право высказывать свою позицию, но не бояться, что, например, твой начальник, а когда ты школьник, директор школы, может использовать свое служебное положение и тебя наказать за твою позицию. Я считаю, это базовые вещи, это базовая свобода слова, свобода выражения мнения, которая должна быть у всех. Чем, кстати, очень большой кризис в Украине. Я училась в Мариуполе, в одном из лучших заведений Мариуполя, в техническом лицее, и там вот дети в комментариях в Гугле жалуются, что, мол, написал в Гугле что-то про кого-то из учителей или просто даже не называя имен об учебном заведении, что ему там не нравится, после чего его на линейке завуч вызывала при всей школе и отчитывала, как он мог такое сделать. Это просто так не должно быть. Возможно, смотря это видео, вы задались вопросом: Лера, а что это сзади тебя за картины? Возможно, и нет, но я все равно расскажу. Это картины, принты, интерьерные принты, которые я делаю сама. Мне часто пишут в комментариях: так, у меня чуть не упал и не разбился телефон, но все хорошо, я его словила. Так вот, это интерьерные принты, вот там еще большие, сейчас покажу. Вот есть еще такие большие оливки, тут такое солнышко, там у меня на кухне тоже висят красивая такая рука с вином и солнце такое в стиле 50-х. У меня часто в директе, в инстаграме и здесь в комментариях в ютубе спрашивают. У меня часто в директе в инстаграме и здесь в комментариях в ютубе спрашивают: Лера, чем ты занимаешься, где ты работаешь? Так вот, я рисую, я дизайнер, и одна из вещей, которой я занимаюсь, это продаю такие интерьерные принты. У меня их на самом деле очень много, это только малая часть того, что у меня есть. Так вот, приобрести их можно не обязательно в уже напечатанном виде. Ну, согласитесь, доставка, это все деньги, пересылка достаточно затратно. Вы можете купить мои принты в электронном виде, просто купить файлы разных размеров, вы можете распечатать в такой рамке, в какой вам нужно. Вы можете распечатать их в любом размере, в любой рамке, даже очень большой есть. Вот, например, в такие плакаты, как у меня висят. Это сейчас очень популярно, в Пинтересте можно найти очень много вариантов коллажей, оформления картин таких в интерьере. Конечно же, своим любимым подписчикам я дарю скидку ни много ни мало, целых 50% на все диджитал
то есть электронные файлы. Все очень просто, вы переходите на платформу, покупаете файлы, получаете ссылку на Google Диск, где имеете возможность их скачать, и идете в магазин, который у вас в городе печатает картины, либо какой-либо другой сервис, например, в Польше это можно сделать через сервис Empik, и печатаете прекрасные картины. Рамки можно купить, например, в Икее или в любом другом магазине, но у меня из Икеи. Покупая мои принты, вы не просто получите шикарные красивые изображения для своей квартиры, но еще и поддержите мое творчество, в том числе здесь на YouTube, потому что я буду понимать, какие покупатели пришли отсюда по промокоду, через который вы можете сделать покупку. Я прекрасно понимаю, что не всем нужны интерьерные принты, а блогерам всегда нужна новая техника, новая аппаратура, микрофон, камера, объектив, компьютер, оперативная память, чтобы все это хранить, какие-то переносные батареи, потребностей, очень много для того, чтобы делать видео. Но я решила начать с малого. Сейчас мне для новостных выпусков нужна подписка на новостное издание. Да, я знаю, что больше спонсируется Соросом и немецкими агентами, которые хотят развалить Польшу, но я должна, конечно же, знать все точки зрения, потому что медиа с противоположным взглядом, например, TVP, у меня бесплатно по телевизору или в интернете, я и так имею возможность его читать и смотреть. Это старая и уважаемая польская газета, которая называется Wyborcza.pl, и ее нет в бесплатном варианте, а там мне часто попадаются очень классные статьи, но я, к сожалению, могу видеть только первые 2 абзаца. Там очень интересная аналитика, которую я обещаю транслировать вам. Подписка стоит всего лишь 29 злотых в месяц, и я очень прошу вас помочь мне собрать эту сумму, она совсем небольшая. Это можно сделать по ссылке внизу, там можно отправить сообщение и какую-то денежку мне в помощь. Что-то у меня стало совсем темно, сейчас я чуть-чуть поменяю свет. Хорошая новость. Возможно, летом нам разрешат ходить по Польше без масок. Я, честно говоря, скептически отношусь к ношению масок на улице. Тем более, когда я иду одна или еду одна на велосипеде, мне кажется, это какой-то маразм. Но, тем не менее, такое правило есть. Я его... Лютик у меня кричит. Лютик. Говорит мяу. Так вот, правило ношения масок на улице есть, даже если я иду одна, даже если я еду на велосипеде одна, неважно, что рядом со мной никого нет, я все равно должна носить маску. Возможно, мы не должны будем это делать, это заявил министр здравоохранения Польши в Твиттере. Одна из пользователей Твиттера у него спросила, возможно ли будут такие послабления, как в прошлом году, и он ответил, возможно, будем смотреть, сколько там будет заражений и какая вообще будет со всем этим ситуация. Я безумно устала от всех этих карантинных ограничений, я чувствую себя абсолютно несвободным человеком. Вообще, возможно, я запишу какое-то отдельное видео на тему свобод в Европе. В Польше еще все хорошо. Вот сегодня только подписчик мне писал из Словакии, что там они не просто маски носят, а вообще носят респираторы. Они должны каждую неделю делать экспресс-тест, подтверждая, что они не болеют. И при этом у них все равно все закрыто, даже парикмахерские там уже с осени закрыты. Конечно же, все кафе, рестораны, открыты только продуктовые и аптеки. В общем, а где там в Чехии обязали по 2 маски людей носить в транспорте, да? То есть в Польше еще все не так плохо, но все равно надоело. Надеюсь, что скоро все наладится. Польский селебрити Куба Воеводский, популярный в Польше человек, я на самом деле не знаю, кто это, вроде бы какой-то телевизионный ведущий, но вот, в общем, он в своем инстаграме выложил фото, что он на своей машине спортивной едет со скоростью целых 250 км в час. Пользователи, подписчики и хейтеры предполагают, что, скорее всего, это фото было сделано на трассе С9, где максимальная скорость всего лишь 120 км в час, и они обратились в полицию, чтобы та расследовала, что произошло на самом деле, и если он повышал скорость, превышал до такой степени, то, наверное, его там надо лишить прав или наложить на него какой-то огромный штраф. Это абсолютно недопустимо. Пока непонятно, кто был за рулем. Мы предполагаем, что это он, но по фотографии не ясно, и не ясно, сможет ли полиция понять, кто был за рулем и какая там на самом деле была скорость, ведь можно сказать, что это был просто фотошоп. Конечно же, в Польше есть проблема с тем, что селебрити просто прощают даже без взяток какие-то правонарушения. То же самое происходило с этим Кубой Воеводским. Какое-то время назад была ситуация, когда он нарушил скорость, полицейские просто его остановили, с ним сфоткались, и поехал он дальше. Но все равно это недопустимо, и я считаю клево, что даже по фотографии в интернете может начаться расследование в отношении какого-то человека, потому что это очень популярно в Украине, когда дети богатых родителей, дети депутатов или просто какие-то селебрити выкладывают фото на спидометре или видео в Инстаграм. Я сама видела, как они едут 150-200 км в час, и ничего им за это нет, потому что полиции все равно. Это, конечно, неправильно.
В одном из предыдущих выпусков мы уже обсуждали с вами тему запрета курения на балконах, которая сейчас активно обсуждается жителями Варшавы. Это был опрос, в котором жители могли проголосовать, поддерживают ли они такой запрет или нет. Хочу сказать, что вы в комментариях высказались положительно в отношении этого запрета, потому что курение вредно, пассивное курение тоже вредно, и люди же не могут палить костры, например, у себя на балконе или выбрасывать мусор. Точно так же они должны перестать курить на балконах. Ну вот закончился уже этот вопрос и среди жителей Варшавы, и они проголосовали 50/50. Предполагается, что, скорее всего, эта проблема сейчас очень так остро стоит в жизнях многих людей, потому что все сидят дома, все курят на балконах, а другие соседи, которые не курят, тоже вынуждены находиться дома. И раньше ты просто был на работе, а сейчас тебе пахнет через твои окна, через твой балкон. И это очень острая проблема для всех жителей. Кстати, эта новость в бесплатном доступе как раз на том портале, на который я прошу вас помочь мне накопить на ежемесячную подписку. В Польше, конечно же, есть недовольные жители ограничениями, которые в связи с эпидемией тут есть, и поэтому регулярно проходят протесты в разных городах. Такой протест был в Глогуве, и в сеть попало видео, когда полицейский схватил женщину, которая была безоружна, но она как-то его нападала, и полиция говорит, что она вроде бы кричала какие-то слова. Он жестоко, я считаю, и сильно ударил ее дубинкой, но попал в сумку, которая была на ней, а также жестко ее задержал после. Полиция утверждает, что ее так жестоко задержали, потому что полицейский говорил, что ее задержат, она не реагировала на предупреждение, не отходила, в общем, никак не проявляла понимания к словам полицейского, поэтому ее задержали, да еще и так жестоко. Но также есть мнение, что полицейский в данном случае явно превысил свои полномочия и нарушил элементарное обязательство и принцип, согласно которому он должен был бы действовать, а то есть применять силу соразмерно силе противника, уважая его личное достоинство, а также соблюдение прав человека. Выглядит это, конечно, ужасно, не так ужасно, как кадры задержания из России и Беларуси, которые мне просто морально тяжело смотреть после событий, которые происходили в Беларуси. Я, честно, вот я сейчас вспоминаю, это ужас. Я смотрела какое-то количество видео, потом я их просто перестала смотреть, потому что смотреть, как издеваются над людьми, это нечестно, несправедливо, жестоко. Я не понимаю, как это может происходить. И я считаю, что в Польше такого не должно быть. Что бы там ни говорила эта женщина, у нее не было дубинки в руках, у нее не было никакого оружия. Она ничего не могла сделать вооруженному полицейскому, и я считаю, она не заслужила такого наказания, которое он к ней применил. Также я понимаю людей, которым надоело сидеть дома, которые выступают против ограничений, и я не уверена, что полицейские с дубинками — это соразмерная мера пресечения, в то время, когда они просто используют свою свободу слова и право выражать несогласие с правительством. Друзья, и последняя новость, для кого-то, наверное, приятная, но, я так думаю, для большинства моих зрителей не очень. Скорее всего, в Бедренке исчезнут акции на мясо. Почему это произойдет? Потому что Европейский Союз хочет изменить пищевые привычки своих жителей. Ученые подтверждают, что употребление красного мяса увеличивает риск развития различных заболеваний, в том числе рака. А потребление клетчатки, фруктов и овощей, наоборот, улучшает наше пищеварение, улучшает наше здоровье и благоприятно влияет на человеческий организм. Сейчас Европейский парламент как раз это и обсуждает. Есть такое предложение отменить, запретить на территории Европейского Союза снижать цены на мясо. Я по себе могу сказать, что в Бедронке уже 2-3 месяца стабильно есть акция на свинину различную, на курицу, на различные мясные изделия типа колбас, шинки и других вообще постоянные акции. В таком количестве акций на овощи нет. И я столкнулась с тем, что мне надоело кушать мясо, захотелось какой-то овощной еды, но, к сожалению, на нее нет таких скидок. И ты такой, а может быть купить те паровки, которые там 1+1, но нужно кушать овощи. Правильно ли запрещать акции на мясо? Я не уверена. По-моему, это тоже нарушает наши свободы, и это как-то неправильно. Хотя, с другой стороны, я поддерживаю налог, например, на газированные сладкие напитки, потому что они однозначно вредные. В общем, я даже как-то растерялась. А как думаете вы, правильно ли, если акций на мясо не будет, вот с таких вот соображений здоровья людей? Нравится вам это или нет?
На этом все. Я вам там оставила кучу ссылок, мою платформу Etsy, где вы можете купить мои прекрасные принты, ссылку, где вы можете задонатить мне, чтобы я смогла оформить ежемесячную подписку на выборчу.pl. Не забывайте поставить лайк, подписаться на мой канал и написать комментарий, если вам есть что сказать. Обязательно пишите, я все читаю и очень часто отвечаю. Ну и спасибо, что меня смотрите. Обнимаю каждого. Пока!